Друзья, всем привет, на связи. Вы на канале, где мы общаемся на моноколесную тему и не только. Киев, Украина, за окном у нас первые числа ноября. А это что значит? А это значит, что самое время подвести итоги летнего сезона. Вот так вот, дожились. Да, кто-то не закрывает сезонный вообще напрочь, кто-то консервирует колесо велосипеда на зиму, но как есть. Ролик будет небольшой по двум причинам, потому что за окном сейчас самое время, так сказать, надеть шапку, и второе, очень быстро сейчас темнеет. Буду рад услышать от вас ваши какие-то фидбэки по поводу того, а что вы достигли этим летом 23 года. Может быть, научились прыгать, может быть, научились ездить, может быть, кого-то научили передвигаться на моноколесе. Буду рад услышать о ваших достижениях. Итак, погнали. Этим летом подтвердилось, да я в принципе в этом и не разочаровывался, то есть не сомневался. Подтвердилось мнение реально на практике, что моноколесо едет быстрее, чем общественный транспорт. Я не говорю про час пик, там и так понятно. Быстрее, чем общественный транспорт наземный, быстрее, чем общественный транспорт в виде метро. Тоже иногда бывает быстро. Кто в Киеве, кто ориентируется, я тестировал, я засекал. Возможно, в будущем сниму об этом ролик. Простой пример. С Контрактовой площади через Почтовую, через Майдан в метро в сторону Левобережки на метро выходит дольше, чем на колесе с Контрактовой площади по набережной, мост, метро до Левобережки на колесе. Второй пункт, итоги, не итоги, я даже не знаю, как назвать, наблюдение в том, что колесо заменит спортзал. Колесо заменит какие-то силовые нагрузки, заменит физически какие-то спорт, там, езду на том же велосипеде. Нет. Колесо не заменит. Понятно, что нагрузка на ноги, нагрузка там на мышцы, на какой-то, не знаю, позвоночник. Оно при передвижении на колесе, конечно же, есть. Но это не тот формат, если вы проехали бы даже те же 20-30 километров в горочку, с горочки на велосипеде. Я уже не говорю про тренажерный зал, про какие-то беговые нагрузки и тому подобные, про штанги, там, гири, подтягивания, брусья. Да, колесо, конечно же, нагружает больше, чем если бы просто передвигаться в машине в мягком кресле и обрастать жиром. Но, повторюсь, это не те нагрузки. И лично ко мне пришло осознание этим летом. То есть до этого я даже снимал ролики, посмотрите на канале, где я говорил о том, что да, на колесе есть физическая нагрузка, но не знаю, как конкретно у вас, у меня... Ну, это чисто икры и на ногах, там, не знаю, и то, если это проезжаешь там больше там, 40 километров. Такие дела. Следующий пункт, следующий итог этого летнего сезона 23 года. Я первый раз ездил на пенсопокатухе. Что значит пенсопокатуха? Это когда ты движешься на колесе, которое способно ехать 50 км в час, ты движешься 10. И ты движешься на такой скорости около часа, 2-3. Наверное, все зависит от темперамента человека, от его стиля езды на машине, на велосипеде, на колесе. Ну, мне некомфортно. Ну, не то, что некомфортно, мне не нравится передвигаться на колесе медленно. То есть даже когда я двигаюсь, да, там, по парку, чтобы не напугать родителей с детьми, детей, чтобы не переехать собаку, я двигаюсь там 5-7 км в час, мне хочется быстрее. Обычная прогулка, да, вот как сейчас, к примеру, где я нахожусь, да, на набережной, это посерединке между мостом метро слева и там справа еще другой мост. Я в среднем еду на первых писках. А первые писки у меня настроены на телефоне где-то на 42 км в час. То есть от 40 до 40, ну, скажем так, 35 плюс. То есть вот на такой скорости я поддерживаю. Большую часть моего турне, если позволяет
дорога, я еду по дороге по проезжей части, потому что по тротуару, опять же, ехать 35 плюс как-то не камильфо. Кому-то нравится формат 10 плюс километров в час. Неспешно, в развалочку, дышим воздухом, смотрим по сторонам, на людей посмотреть и себя показать. Скажем так, выбирая между движением быстро и движением медленно, я выберу первое. Следующий итог этого летнего сезона: я 2 раза высадил колесо в ноль. За время приобретения колеса, это 21 год, осень, наверное, за все это время до сегодняшнего дня колесо в ноль я высаживал 3 раза, 2 из которых этим летом. Первое — это вот как раз та пенсопокатуха, несмотря на то, что скорости минимальные, но все равно, как говорят, от двери до двери я проехался, и колесо последние метры до дома вез, скажем так, почти на поднятых педалях. То есть уже был индикатор, вообще мигал последний красненький индикатор на КС-18L. О чем это говорит? Опять же, это говорит о том, что первое, чем более холодная погода, тем на меньшее расстояние, на меньший километраж тебе будет хватать колеса. Да, это мы с вами понимаем. Второе, чем быстрее ты двигаешься, тем на меньшее количество километража тебе хватает. Если ехать тапку в пол 45 плюс, дай бог, чтобы колеса КС-18L хватило там на 30 километров, 40. Если ехать в развалочку, то я думаю, что от бумажной заявленного расстояния оно отойдет недалеко, проедет километров 70. Следующий итог этого летнего моносезона: я осознал, что я мало катал. То есть если в прошлом году как-то такого не было, чтобы за неделю я не выбирался на колесе ни разу. То есть как минимум 2-3 раза, да, там 4 раза, а иногда по несколько раз в день я вылазил, делал там круг, катался, куда-то ездил и так далее. Сейчас за этот летний сезон, теплый, назовем так, сезон, реально бывали такие ситуации, случаи, когда колесо покрывалось пылью в прямом смысле этого слова. Когда я ее вывозил из кладовки, мне приходилось, прежде чем на него встать, чтобы не испачкаться, стирать тряпочкой пыль. Не кидайте в меня тапками и помидорами, но вот как-то так. Почему так мало, спрашивают меня иногда в комментах люди, моноколесники, самокатчики какие-то там и так далее. Да все просто. Первое, я не езжу в офис утром в час пик и вечером в час пик. Если бы я ездил в офис, я бы использовал моноколесо, это 100% как минимум в теплое время года. Я не езжу, поэтому куда-то колесить утром и вечером изо дня в день необходимости нету. Второе, моноколесо лично у меня, я опять же говорю только про себя, и не говорю про всех моноколесников, оно у меня больше как хобби, больше как развлечение. Формат велосипеда, на котором многие выезжают. Ну, знаете, вот собирается семья с детьми, доезжают куда-то там до ВДНХ, куда-то там, не знаю, на Теремки, там на парк партизанской славы, берут в прокат велосипеды, покатались часик, сдали, вернули, все довольны. Вот примерно такой же формат у меня в колесе. То есть, да, я его использую часто для каких-то рывков на небольшие расстояния, там условно в следующих пунктах этого видоса я как раз об этом скажу. Следующий пункт итога этого летнего моносезона: меня сбили на зебре. Ну как сбили? Нельзя так сказать сбили, потому что я даже не грохнулся. Зацепили, да, так зацепили. Если вкратце, то ситуация такая, что я, стоя на зебре, да, на тротуаре перед переходом, я простоял около 4-5 секунд, ждал, пока какой-то автомобиль остановится для того, чтобы я мог передвигаться. Второй момент, я, скажу как есть, эту зебру переезжал для того, чтобы сэкономить время автомобилю. Переезжал я его не на скоростях 20+, а со скоростью пешехода. Третий момент, автомобилистка
из-за своей стойки автомобиля, видимо, меня не увидела, но это не делает поблажку автомобилю, потому что автомобиль 2 тонны, человек там 100 килограмм. На моем месте могла быть мамочка с ребенком, там просто ребенок на самокате там, и тому подобное. И, соответственно, уже переезжая, будучи уверенным, что автомобиль, остановившись, меня увидел, водитель, женщина, девушка, чуток зацепила уже тормозя. Мотоколесо и электросамокат теперь определяется как транспортное средство. Девушка, соответственно, вы на пешеходном переходе были в транспортном средстве и врезались в автомобиль, а должны были ехать. Посмотрите. Откройте правила дорожного движения. Девушка вызвала сама на себя, назовем так, полицию. Полиция приехала, рассказала, что как бы, если сейчас начнут разбираться, то вы окажетесь виноватой. И она извинилась и уехали. Хотите более детально посмотреть эту ситуацию, вот тут или тут, я не знаю, где там всплывающая подсказка, будет на тот видос. И, к слову, это именно та ситуация была, когда по поводу моноколеса я общался с полицией впервые после его покупки. То есть конкретно в том случае полиция, можно так сказать, была на стороне моноколесника, потому что, как они потом мне сказали, да, когда уже все разъехались, документального, да, черным по белому правила о том, что моноколесо – это транспортное средство, такого не было на тот момент. Сейчас вроде там что-то уже подписали, не подписали, в ПДД еще вправок не внесли, поэтому моноколесо – это пешеход. Следующий итог моноколесного сезона, летнего моноколесного сезона – это замена оригинальной пластиковой запчасти с направляющей с ручки на печатную, на печатной 3D принтере. Тоже ролик был, тоже я оставлю ссылочку под видео там, или в всплывающей подсказке. Райдер-коллега напечатал, сделал все по красоте, и ручка, не хочу сейчас снимать шлем, потому что он обязательно сейчас упадет, грохнется, и ручка у меня работала. До этого работала у меня лишь одна направляющая, то есть я не буду рассказывать хитрости, ловкости рук, я вкрутил там винт, и у меня ручка на половину положения только поднималась. И как-то руки не доходили для того, чтобы отремонтировать. И хотел покупать, заказывать новую ручку, но покупать 2 направляющие как-то вообще жаба давит. В общем, отремонтировали. И завершающий пункт моего летнего итога, да, летнего моносезона, я начал ездить, что до этого не делал, без защиты. Как видите, сейчас защита есть и тут, и шлем, но реально появились случаи, повторюсь, раньше их не было, когда я выезжаю полностью без защиты. Эти случаи крайне редки и крайне на небольшие расстояния. Это Новая почта, это там Укрпочта, это магазин за хлебушком или молоком, какая-нибудь аптека. Все. Во всех остальных случаях минимальная какая-то защита в виде хотя бы запястий и коленей я всегда надеваю. В прошлом летнем моносезоне я всегда надевал защиту, потому что, как говорят, знал бы, где упадешь, соломки постелил. И человеку лучше, всем рекомендую, учиться не на своих ошибках, а на чужих. В плане падений, затылком в асфальт, переломы кистей, коленей, копчиков, рук, ног и тому подобное. Лучше потратить 2 минуты на то, чтобы надеть колени или запястье, чем потом 2 месяца ходить в гипсе. Друзья, вот такой вот коротенький видеоролик. Жду от вас в комментах какие-то фидбэки по поводу вашего летнего моносезона, что вы достигли, если такое есть, да, какие-то интересные факты. Палец вверх, если ролик зашел, палец вниз, если не зашел. Подписка, если вы до сих пор, чему я крайне удивлен, если вы до сих пор не подписаны и если вам тематика моноколеса интересна в принципе. До новых встреч, новых видосов. Всем пока.